Приобрел я себе на днях петличный микрофон в низком ценовом сегменте. Покупался он с целью подключения к экшн-камере. Встроенный микрофон именно в данной экшн-камере совсем никакой. И, кстати говоря, если же вы будете себе покупать подобный микрофон, имеется в виду петличный, то обратите внимание, какой разъем подключения имеется на экшн-камере. В моем случае это мини-USB. У вас может быть микро-USB, либо же просто разъем Jack 3.5. Вот такой переходничок я жду на данный момент, чтобы подключить петличный микрофон к моей экшн-камере. Давайте посмотрим, что из себя представляет данный микрофон. На внешний вид. Во-первых, он имеет кабель в оплетке, что очень хорошо. Во-вторых, имеет ветрозащиту, а также поворотную прищепку на петличке. Сам микрофон конденсаторный, всенаправленный, как я уже говорил, имеет ветрозащиту, сопротивление 680 Ом, диапазон частот у данного микрофона 100-16 тысяч Гц. У меня есть микрофон DEXP, и если сравнивать его с ним, то у него диапазон частот шире, от 50 до 16 тысяч Гц. Что касается чувствительности, данный микрофон имеет чувствительность 52 дБ. Опять же, если его сравнить с моим DEXP, то здесь чувствительность 30 дБ. То есть данный микрофон более чувствительный. Вообще чувствительность микрофона указывается с минусом, и чем она ближе к нулю, тем чувствительность выше. На самом деле это самый простейший вариант петличного микрофона. На самом деле есть еще радиопередатчики, которые идут к ним. Все это стоит дорого. Естественно, чем дороже микрофон, тем лучше будет качество. Ну а если вдруг вы хотите хороший петличный микрофон и еще с радиопередатчиками, то придется, конечно, раскошелиться. Стоят они недешево, естественно, они будут давать вам хороший качественный звук. Ну а тот ценовой сегмент, что вы видите сейчас перед собой, он не даст вам никакого хорошего звука. Естественно, будут проблемы, естественно, все придется обрабатывать, и все равно хороший звук вы не получите. Есть также бюджетные радиопередатчики, но хорошего звука от них вы также не добьетесь. Говоря о таком низком ценовом контингенте, здесь мы вряд ли получим хорошее качество записи звука. Перед вами сейчас два микрофона на одинаковом расстоянии от меня, и говорю сейчас я в данный, то есть в DEXP. На данный момент подключена петличка, и, естественно, звук записывается с нее. Я специально не буду обрабатывать дорожки, чтобы вы могли сравнить, какое качество звука у петлички и у DEXP. Качество звука у данного микрофона максимально отвратительное. Вот что вас ждет в низком ценовом сегменте. В данном микрофоне мне пришлось немножечко увеличить уровень громкости, потому что звук записывается очень тихо. Какова этому причина, я сейчас посмотрю. Но пока что такие замечания. Значит, очень тихий звук. Что касается ветрозащиты, она отрабатывает то, что ей положено, и шумов никаких нет, в отличие от DEXP. Так как еще рядом стоит системник, то шумы создаются очень даже весомые. И DEXP их все улавливает. Петличный микрофон, наоборот, нет. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас здесь внутри. Снимем ветрозащиту. Вот сам чувствительный элемент. И что я здесь обнаружил? На самом деле, вот эти вот отверстия дополнительные, до них микрофон не доходит, то есть его чувствительный элемент. Возможно, из-за этой петли. И поэтому звук попадает только через это маленькое отверстие. Возможно, поэтому так тихо и записывает. Давайте попробуем уберем эту петлю. Если что, потом просто проклеим клеем, чтобы не оторвать провода. Итак, вот теперь нормально. То есть теперь эти отверстия попадают на чувствительный элемент микрофона. Я даже не буду сейчас вставлять результат переделки, потому что ничего не помогло. Звук также плохой. По сути, цель данного ролика донести до вас то, что в таком низком ценовом сегменте мы не можем купить нормальный микрофон. Конечно же, мы можем поправить ситуацию, впаяв туда другой микрофон, то есть его чувствительный элемент.
либо же от старого телефона, либо от какого-либо другого микрофона. Вот у меня есть несколько вариантов. Все-таки я решил перепаять чувствительный элемент микрофона, хоть этот и намного меньше, но зато он чувствительный, я уже проверил. Сейчас перед вами уже переделанный микрофон, сейчас звук записывается с него, и я считаю, что он стал намного лучше. Вот лежит старый чувствительный элемент от данного микрофона, и почему-то он оказался хуже, чем тот маленький, который был впаян сюда.